Всем здравствуйте! В этом видео я хотела бы вам показать и рассказать, как я плела вот такой небольшой поднос. У этого подноса есть ручки по бокам, они деревянные, донышко фанерное и также есть такие небольшие подставочки, ножки, можно их сказать, они из пробки. Для начала я беру фанеру, моя заготовка размером 32 на 26 сантиметров. Толщина фанеры 4 миллиметра, расстояние между отверстиями 3,5 примерно сантиметра. Очень хорошо все зашкуриваю, со всех сторон прохожу, чтобы было гладко. Подготавливаю текст, который мне нужен. В Word обязательно я его отзеркаливаю, распечатываю и на окрашенную на несколько раз и высушенную заготовку я подготавливаю мой текст. Сначала его вырезаю, дальше покрываю лицевую сторону обычным акриловым лаком. И потом на этот влажный лак я приклеиваю надпись. Обязательно надпись должна быть отзеркалена. Нужно дать высохнуть этой надписи не меньше 3-4 часов. И после этого уже влажными пальцами можно скатывать эту бумагу, попробовать пальчиком. Потом я начала уже работать губкой. Просто намочила мягкой стороной губки, не надо шершавой стороной, есть риск повредить саму надпись. И вот так аккуратно скатывайте потихоньку, постепенно. Все, хватит. После этого я покрыла лаком эту заготовку. У меня лак-спрей акриловый. Дала высохнуть, и вот здесь уже я начинаю плести. Для этого, вот как на видео показано, трубочки так подготовила. Беру крайнюю левую трубочку и завожу ее за 5-ю трубочку. Делаю такой валик. Это начало плетения. Вот так снизу вверх я завожу трубочки за первую свободную. Вот этот хвостик, кончик я обрезаю, подклеиваю и фиксирую прищепкой. Трубочки я добавляю всегда по одной. Трубочки должны быть влажные, и чтобы они не пересыхали, я их держу в пакете и добавляю постепенно по одной штуке, потому что валик я делала достаточно долго. Какой нюанс при плетении валика я для себя отметила? Как вы видите на видео, я обрезаю почти вровень с фанерой, с кромкой. И потом в последующем эти хвостики немножко иногда у меня выскакивали. Вот я рекомендую обрезать подлиннее. Тогда таких проблем у вас не будет. И плетение будет изначально уже более зафиксировано, более надежно держаться. Вот так как на видео показано, все-таки это немножко маловато. Это короткий такой хвостик, короткий кончик. Можно оставлять длинней, потому что валик из 5 трубочек, когда мы заводим за 5-ю трубочку, это достаточно объемный валик, и эти хвостики, они потом перекроются последующими трубочками. Можете смело оставлять хвостик подлиннее. И тогда не будет опасности того, что эти хвостики могут повыскакивать, несмотря на то, что даже я их подклеивала. Вот таким образом мы идем полностью до конца ряда, оплетаем все донышко, делаем валик.
Здесь видно, как выскакивают у меня предыдущие хвостики, потому что были короткие. У меня это первый опыт создания такого валика, поэтому я вам сразу говорю нюансы, с которыми я столкнулась. Мы закончили первый ряд. Дальше я начинаю плести веревочку из 3 трубочек. Для этого беру 3 трубочки, обрезаю под острым углом кончики и вставляю их в само плетение. Можно предварительно капнуть клеем. Завожу 3 трубочки, вывожу их из-за стоек. Вот все это фиксирую. Обязательно помечаю начало ряда для удобства. И начинаю плести крайнюю левую трубочку. Я завожу поверх 2 за первую свободную стойку. Очень неудобно, у меня перевернутое ведро, заготовка легкая. Сверху нужно поставить груз, чтобы не было вот таких проблем. И опять завожу за первую свободную стойку. Всегда беру крайнюю левую трубочку и завожу за первую свободную стойку, из-за которой не выходит трубочка. И так чередую. Вот опять беру левую, завожу за первую свободную. Небольшая проблема в том, что трубочки у меня влажные, форму они еще не приняли, поэтому нужно все это поправлять руками. Можно, конечно, упростить себе задачу и поставить это все на форму, дать высохнуть, обвязать резинкой и оставить до полного высыхания. Наращивание стараюсь делать за стойками, или мне больше нравится в плетении веревочки из 3 наращивание делать между стойками таким образом, чтобы последующая трубочка перекрывала именно место наращивания. Вот посмотрите, как в этом случае. Вот эта трубочка сейчас перекрывает место наращивания, и его совершенно не видно. На уголочках всегда пальчиком натягиваю немножко на себя внутренний угол. И придерживаю его. Итак, мы подходим. Вот у нас первая стойка, с которой мы начали плетение. Я начинаю закрывать ряд веревочки из 3. Беру теперь не крайнюю правую, а крайнюю, вернее наоборот, беру как раз крайнюю правую, а не крайнюю левую, и завожу за 3. Теперь беру среднюю, тоже за 3. И крайнюю левую завожу за первую стойку, которая у нас помечена. В итоге опять из первой стойки, которая помечена из начала ряда, у нас выходит 3 трубочки. Вот 1, 2, 3. Немножко прижимаю, и все. Ряд у нас закрылся. Теперь я буду плести ситцем. Для ситца мне нужны только 2 трубочки. Поэтому 3 кончик я обрезаю, прячу в плетение. Для надежности можно капнуть клей. Продолжаю плетение ситцем. Ситцевое плетение это чередование перед стойкой, за стойкой. 1 трубочка, вдогонку идет следующая трубочка, за стойкой, перед стойкой. Если предыдущая трубочка была перед стойкой, значит следующая трубочка будет за стойкой. Ну, на видео это видно. Посмотрите чередование. Вот. Перед стойкой обвожу следующий раз за стойкой. Опять трубочку вывожу перед стойкой. Следующую трубочку огибаю за стойкой. Перед стойкой, за стойкой.
Вторая трубочка идет наоборот. Там, где была перед стойкой, значит вторая трубочка будет за стойкой. Вот так чередуем. Ситцем я плела этот поднос 4 или 5 рядов. Потом я поставила для усиления углов, для того, чтобы они были более ровные, более отчетливые. Я добавила по 2 стойки. Это нужно сделать, конечно, раньше. И при каждом витке, при каждом плетении я старалась немножечко направлять на себя. Вот уголочки, как показано на видео, пальчиком направляю на себя, чтобы углы и само плетение не заваливались внутрь. Вот таким образом продолжаю плетение. 4 или 5 рядов. Последний ряд я плела веревочкой из 3. Ну вот здесь уже показано, я заканчиваю веревочку. Вот я подошла к первой стойке и начинаю закрытие. Крайнюю правую трубочку я завожу за третью и оставляю за плетением. Среднюю оставляю также за третьей и крайнюю левую также за третьей трубочкой. Вот ряд закрылся. Эти трубочки мне больше не нужны. За плетением я их должна буду обрезать, подклеить и зафиксировать прищепкой. Вот это я уже сделала. Теперь мне нужно обрезать все стойки и сделать уже закрытие. Вот обрезаю я все стойки. Прищепки оставляю как можно дольше, чтобы хорошо там все у меня склеилось. С противоположной стороны начинаю вставлять стоечки. Я буду делать розгу, но розгу не из 5, а розгу из 4, потому что у меня не хватило трубочек. Вообще, конечно, я рекомендую, если вы хотите точно повторить валик, делайте также его из 5. Валик был за 5 трубочку, значит и здесь тоже делайте, заканчивайте плетение розгой из 5. Посмотрите, я везде ставлю дополнительные трубочки контрастного цвета. Потом очень легко с такими трубочками закрывать. Мы их будем убирать и на их место ставить основные трубочки. Вот сейчас я стоечку укладываю за следующую, и между стойкой и трубочкой параллельно, не друг на дружку, именно параллельно, я кладу помощника, трубочку помощника контрастного цвета. И еще раз. Итого у меня должно быть уложено таким образом 4 основные трубочки и 5 помощников, трубочек помощников. И начинаем сейчас закрытием. Левую крайнюю трубочку кладем поверх всех трубочек помощников за первую свободную стойку. Левую стойку также опускаем, кладем параллельно. Получается, из одной стойки выходит 2 трубочки. Левую трубочку мы обрезаем. Обязательно оставляйте хвостик, чтобы этим хвостиком коротенькая трубочка держалась за стойку, чтобы он у вас потом не выскочил. Так, вот еще раз. Опять 2 трубочки. Левую мы обрезаем. Теперь опять берем крайнюю, самую крайнюю трубочку. Вот она теперь. Кладем поверх остальных. У меня трубочки, стоечки уже не в самом лучшем состоянии находятся, потому что остатки. Не совсем я рассчитала количество трубочек. Но тем не менее, хорошо, что мне их хватило. И вот опять заводим.
Крайнюю левую обрезаем. Трубочки сразу все я не вставляю, чтобы они оставались влажными. Добавляю по одной, по две. Опять беру самую крайнюю левую трубочку, вот она, и кладу поверх остальных. За первую свободную стоечку завожу, рядом опускаю стойку левую. Обязательно смотрю, чтобы они ложились не друг на друга, а параллельно. Теперь из-за одной стойки у нас выходит две трубочки. Я обрезаю левую. Я поправляю, вот. Эту левую я обрезаю. Не очень коротко, чтобы хвостик был за трубочкой, чтобы он потом не выскакивал. То же самое. Все придерживаю, немножко натягиваю. На уголочках тоже все придерживаю. Вот мы дошли до начала ряда. У меня остается последняя стойка. Крайнюю левую трубочку я ставлю на место трубочки помощника. Трубочку помощника убираю. Туда ставлю одну и вторую трубочку. Это последняя стойка, которая у нас была. Все поправляю. Немножко прижимаю. Обязательно, чтобы было параллельно. Левую обрезаю. Дальше опять беру самую левую трубочку. Здесь, видите, пенечек. Я его закрываю этой трубочкой. Придерживаю все пальчиками. Убираю трубочку помощника. И на это место ставлю основную трубочку. Аккуратно все поправляю, расправляю. Все должно быть параллельно. Очень важно, чтобы они были параллельно. Друг на дружку не надо. Вот вы следите, чтобы они лежали параллельно друг другу. Поправляйте их. Вот, теперь нужно ее обрезать. И остается 3 основные трубочки и 3 вспомогательные. Немножко проминаю хвостик в руках. И теперь обратите внимание, я не просто теперь убираю трубочку помощника, а сначала я вставляю спицу через все слои плетения, и потом только убираю трубочку помощника, и потом уже с помощью спицы на широкий край надеваю спицу на широкий край трубочки. Все поправляю, чтобы все было параллельно. Подтягиваю и обрезаю. Вот остается у нас 2 трубочки и 2 трубочки помощника. Опять я спицу ставлю на место трубочки помощника. Потом широкий край трубочки надеваю на спицу и проталкиваю через все слои плетения. Опять же все поправляю. У меня уже трубочки тут немножко подсохшие, немножко сложно, но это уже самые последние штрихи. Конечно, лучше, когда трубочки хорошо увлажнены, работать легче и работа выглядит лучше. Ну и вот последняя трубочка. Опять же, я сначала ставлю спицу на место трубочки помощника рядом. Потом только я убираю эту трубочку помощника, чтобы спица была именно в том месте, в каком нужно. Тогда смотрите, она прям сама легла, трубочка уже в то место, в котором она должна быть. Ну все, обрезала. Проверяю теперь загибку, закрытие. Как все получилось, все трубочки лежат параллельно, все хорошо, не видно начала окончания ряда. Теперь обязательно нужно подсушить поднос. Я его переворачиваю
И вот в таком виде, не грунтуя еще до грунтовки, я его кладу на ровную поверхность в перевернутом виде, чтобы он весь выровнялся по высоте. Сверху кладу листок беленький, на листок можно книгу или что-то не очень тяжелое положить и придать форму. Теперь вот так я делала ножки. Обычную трубку разрезала на 4 части и обязательно хорошо ее отшлифовала. Из чего я делала ручки? Посмотрите. Я думаю, что все догадались, что это такое. Отпилили мы эти ручки. Эти ручки вот такого размера. Я их обязательно покрасила, торцы. Они у меня точно совпадают с цветом трубочек. Сами деревянные заготовки я не красила, они какого были цвета, такого мне и подошли. Ну и теперь основной момент — это крепление ручек к подносу. Сначала расширяю пространство, завожу трубочку на 2 ряда ниже, еще расширяю пространство, эту же трубочку, другой конец трубочки туда завожу. Немножко их проминаю, делаю плоскими. И потом уже в эти петельки продеваю ручку. Вот таким образом примеряю и также делаю по второму виточку. А хвостики с внутренней стороны я прячу под виточек. И потом дополнительно еще проклеиваю клеем для фиксации. Вот такой поднос у меня получился. Вот с такими ручками. Всем желаю легкого плетения и красивых изделий.